Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня у нас будет непростая тема. Я вас попрошу взять ручку, бумагу, чтобы вы могли порисовать и кое-что записать. Эта тема родилась в разговоре с одной женщиной, которая беспокоилась о своем ребенке, с моей клиенткой. И я пыталась встать на место этой девочки-подростка и понять, что же она чувствует. И какая у нее самая главная претензия к своим родителям. И я поняла, что я бы сформулировала: «Мама, я не знаю, как жить эту жизнь». Мы сами не получили это от родителей, не передаем это своим детям. Так что я сегодня побуду той мамой, которая расскажет, как устроена жизнь, а точнее, как устроены наши взаимоотношения. И первое, что мы с вами сделаем, нарисуем вот такую схему. Здесь у нас есть я, тут тоже я, тут другой. Что она символизирует? А здесь наш внутренний диалог, когда мы сами говорим с собой. Это символ того, как мы говорим с другими. И в то же время другие с нами говорят. Видите, здесь стрелочка в одну и во вторую сторону. И точно так же, когда мы говорим с собой, мы себе как-то отвечаем. У нас идет внутренний диалог. И наш внутренний диалог, на схеме вот эта половина, он будет полностью воспроизводиться в нашем общении с другими. То есть то, как я говорю с собой, для меня станет естественной базой для того, чтобы построить общение с другим. И если мне надо играть иную роль в общении с другим, не так, как я привыкла говорить с собой, то мне надо притворяться. И мое поведение становится противоестественным, и мне его надо избыточно контролировать. То есть для меня естественно говорить с другим так, как я говорю с собой внутри. И напряжения у меня нет, если я говорю привычно для себя. И сегодня мы с вами попробуем достать из внутреннего мира, из бессознательного те формы или паттерны общения с самим собой и с другим. Я думаю, что вы успели зарисовать. Я откладываю, отпущу на пол эту схему. Итак, когда мы с вами рождаемся, то мы с вами такой кулечек, без ручек, без ножек. И мы полностью зависим от того, как на нас реагирует другой. И нам жизненно важно выстроить эту коммуникацию так, чтобы получить желаемое. У младенца два способа воздействия. Я это говорила в других роликах, напомню. Это подстраиваться, нравиться, улыбаться, быть миленьким, хорошеньким младенцем, или же орать, то есть агрессивно давить на взрослого, высказывая ему как бы свое возмущение. Вот этих два основных паттерна, они и станут основой, на которой мы будем формировать наше последующее общение с другими. То есть нравится подстраиваться, терпеть, молчать, или же орать, требовать и агрессировать. И у ребенка нету ручек, чтобы самому что-то себе сделать, нету ножек, чтобы куда-то уйти, нету речи, чтобы смочь сказать то, что ему не нравится, и нету мышления, оно еще не сформировано. И поэтому главное – это эмоциональный посыл. Поэтому мы такие с вами чувствительные к эмоциональному посылу, к эмоциональному контексту. Даже если мы не выводим в сознание, каким он был, мы все равно его бессознательно считываем, и на основании этого формируем отношения и общение с другим. При этом мы сами бессознательно своим эмоциональным контекстом предлагаем другому относиться к нам тем или иным образом. То есть мы помимо воли другому предлагаем такой формат общения. Если мы не понимаем, какой у нас эмоциональный контекст, мы и не поймем, почему именно так к нам относятся. И другой человек нам может это не объяснить, но отношения сформированы, и потом
переложить их на иную колею будет гораздо сложнее. То есть они как начались, так уже и будут катиться дальше. И сейчас мы с вами будем одновременно мыслить в 3 плоскостях. Это сложное мышление, но ему можно научиться, это навык. Итак, первая плоскость, когда ко мне кто-то другой обращается в определенной форме, когда я к кому-то другому обращаюсь в определенной форме, формате, и когда я обращаюсь к себе самому. Это та схема, которую вы рисовали в начале. То есть я с другим, другой со мной, и я с собой, если кратко. Итак, первый паттерн соблазнения. Когда мы говорим о соблазнении, здесь не совсем про секс, а иногда вообще не про секс. Многие люди себя ведут соблазняюще, но они, если им задать вопрос, вы меня клеите, как это говорится, или соблазняете, вы мне строите глазки, нет, нет, нет. Почему это называется соблазняющее поведение, но оно таковым не является? Потому что для ребенка быть вот таким вот хорошеньким, немного жеманным, миленьким, для него это такое естественное поведение, и тогда он у своего родителя вызывает теплое чувство. То есть он показывает родителю, что он желаемый, нужный человек. И поэтому мы, когда нам что-то надо от другого, начинаем так жеманиться, и это может быть ошибочно воспринято как сексуальное поведение. Когда, вот, например, давайте с вами попробуем прочувствовать это, чтобы это были не просто слова. Давайте представим, что мне от вас надо лайки. Они мне, конечно, надо. И вот я через соблазнение буду вас их просить. Я наклонюсь вперед. Я поправлю волосы. Слегка буду покусывать губу и буду делать вот такие какие-то почесывания, поправлять одежду. Ну, возможно, перекину нога за ногу. И скажу, мне очень нужны ваши лайки. Поставьте, пожалуйста. Вот здесь идет сексуализация поведения, оно соблазняющее. И когда я с вами играю в соблазняющего блогера, то вы себя чувствуете желанными. Я вам даю ощущение желанных, а вы поставьте мне лайки. Такое соблазняющее поведение может быть не только из категории «я даю тебе ощущение того, что ты желанный». Оно еще может быть из категории «я та самая». Это когда я в развалку сяду. Ну что, порешаем ваши проблемы, дорогие мои. Не знаю, как все, но с многими мы справимся. И здесь я играю роль альфа-самца или альфа-самки. И многие блогеры, они так себя и ведут. Я думаю, что вот вы поищите в своей памяти тех блогеров, которые себя ведут или соблазняющие, или как альфа-самцы, которые сейчас порешают все дела. Это я та самая, которая сейчас вам даст все желаемое. И на такое поведение вы почувствуете, что вот это нормальный, такой крепкий человек. Человек, который знает, как решать эти проблемы. Он сейчас нам все решит. То есть я играю роль того самого, который, как это говорят, люблю, туфли куплю. И когда таким образом соблазняется аудитория или собеседник, то, например, если я играю альфа-самку или альфа-самца, то тогда я на себя надеваю вот эту роль, этот костюм, и мне невозможно будет не быть слабой, не жаловаться, не просить что-то, потому что я выйду из образа и полностью разочарую другого человека. Точно так же, когда я соблазняющая, я все время должна давать ощущение, что вы желанные. Что вам сложно лайк поставить? Ставьте, не пожалеете.
Или, поставьте лайк. Пожалуйста. Видите, если я вошла в эту роль, мне очень сложно будет из нее выйти. И если я попробую себя вести по-другому, то возникнет когнитивный диссонанс, потому что я записана у вас таким образом, а тут я уже другая. И в этот момент психика воспринимает это как опасность. То есть реальность поменялась. Напомню вам, что мы работаем сразу в 3 плоскостях. Когда я себя так вела, надеюсь, вы успели осознать, какие эмоции я у вас вызывала. Вот точно такие же эмоции вы вызываете у людей, когда себя так ведете. И теперь вы будете знать, узнавать это поведение, когда с вами кто-то так себя ведет, другой. Вы будете понимать, что у вас отзывается на него, за какой крючок он вас цепляет. И мы с вами 3-ю плоскость еще делаем, как я с собой говорю. Когда я с кем-то веду диалог в голове, и я вот его веду вот из вот этой, та, которая делает желаемым, желанным, или же та, которая та самая. Сейчас все порешает. Следующий момент. Злой и добрый пастырь. Это такое проповедование. Я про внутреннюю секту делала ролики, про проповедование писала посты. И злой и добрый пастор – это тоже такой формат общения, формат получения желаемого, формат взятия в плен собеседника. Когда я вам сейчас буду играть доброго и злого пастора, то попробуйте быть сосредоточенными на своих эмоциях. Если вы не успели сосредоточиться на эмоциональном отклике на мою предыдущую сценку с соблазнением, то можно остановить, прокрутить назад, попробовать еще раз это послушать, посмотреть, что отзывается, что вы чувствуете, и потом вернуться к пастырю. Итак, у нас добрый и злой пастырь. Добрый пастырь – это всегда определенное выражение лица, искрящиеся глаза, улыбка, говорение чего-то очень приятного. И все равно, что он говорит и он обещает, просто приятно слушать этот успокаивающий голос, как журчание ручейка. И я чувствую, что рядом со мной добрая, прекрасная мама, которая никогда не злится. Наконец-то я ее нашла. Надо быть добрее, надо открыть свой внутренний свет. И чувство благодарности – одно из них. Вам надо научиться быть благодарной мне, поставить лайк. И вы увидите, как благодарность делает вас другими, и люди будут вам благодарны. То есть, видите, здесь такой вкрадчивая речь. Я как будто заползаю уже в ваше сознание, в какие-то коридоры, уже там поселяюсь. И когда с нами кто-то так говорит, он создает вот эту вот иллюзию доброго родителя. И добрый пастырь, он никогда не касается грязного белья, он только работает над любовью и избранностью. Это всегда улыбающееся лицо. И если я в роли доброго пастыря, я это не понимаю, я же могу говорить все, что угодно. Ну, милый, нам же надо с тобой покупать продукты. И я бы очень хотела, чтобы ты ходила в магазин. И я могу так обратиться к милому, а он будет реагировать как-то странно. И я не буду понимать, почему. Или же он сделает это, но у него будет ощущение, что он не сам это выбрал, а его принудили к этому. И таким же тоном человек говорит сам с собой. Он так вот и ведет внутренний диалог, когда надо открывать свет, видеть все хорошее, доброе. И если я мыслю в таком формате, то ничего грязного я в себе не вижу, я считаю это отвратительным. А именно грязное больше всего влияет на мою жизнь. И таких священников, в кавычки я беру это слово,
громадное количество в эзотерике. Они вот этот покой и счастье льют из себя, но при этом проблемы людей не решаются и не закапываются под асфальт. Наш следующий персонаж – это злой пастырь. Этот все время говорит, что надо покаяться, что вы погрязли в грехе, и вы никому не ставите лайки, и мне не ставите. Но если вы сейчас поставите, вы поймете, как изменится ваша жизнь. Злой пастырь всегда чморит. Это такой строгий родитель, который отчитывает. И если человек устал от своего злого пастыря, то злой пастырь, который говорит, что надо покаяться, будет вызывать облегчение, потому что можно наконец-то в него впихнуть свой надзирающий объект, и внутри немного полегчает. И образ злого пастыря – это всегда того, кто чморит своих зрителей. Ну что вы из себя возомнили? Ну что вы думаете, вы что-то поняли из того, что я говорю? Вам расти и расти. Ну, я могу вам помочь, как расти, но надо поставить лайк. То есть это такое отношение пренебрежительное. И если я не отщелкиваю у другого в поведении, что он говорит как злой пастырь, если я не вижу это в другом, и я не увижу это в своем поведении. И когда я таким тоном начну говорить с людьми, то те, которые ждут доброго пастыря, испугаются, убегут, а те, которые в пастыре не нуждаются, не будут смотреть мои ролики или не будут вести со мной диалог, или же прекратят со мной общение. То есть, видите, я своим поведением как будто уже готовлю отношение к себе. И вот этот злой пастырь или злой родитель, он у многих есть в голове. Человек так с собой разговаривает: ты ничтожество, ты ничего не добился. И потом, когда возникает конфликтная ситуация, достаточно сложно с другим говорить иным тоном. То есть ты как будто хочешь автоматически перейти на формат своего внутреннего диалога, и чтобы не начать поучать, говорить, как ты грешен, и как ты плох, и сколько тебе надо исправить, тебе надо очень сильно себя сдерживать, и твое поведение становится противоестественным. То есть вот это все, что я вам сейчас говорю, оно должно быть максимально узнаваемо, хотя бы когда к вам кто-то так обращается. И когда у вас будет слепок, вот эти лампочки загорятся, когда к вам кто-то обращается, то они будут загораться, и когда вы с кем-то так разговариваете, в том числе с собой. Да? Я продолжаю вас водить, учить мыслить в 3 плоскостях. Водить то в одну, то вторую, то в третью. Следующий способ общения с другими людьми – это страдающий и наезжающий. Страдающий, он предъявляет боль, и у меня было много роликов про позицию жертвы, из которой мы пытаемся говорить. Я проплакала всю ночь. Всю ночь плакала, думала: Господи, столько роликов для вас сняла, неужели этого лайка жалко? Так плохо мне было, и не выспалась, стала с головной болью. Думаю, ну что я делаю не так? Неужели так сложно поставить лайк? Не дорабатываю. Но я же так стараюсь, так болезненно не получать эти лайки. Когда я демонстрирую жертву, то я создаю у вас чувство вины, и вы должны почувствовать себя агрессорами, которые меня мучают. Это тоже подчинение другого себе, получение желаемого, но через внушение, что ты агрессор, и ты меня мучаешь. И мы все боимся быть мучителями, и когда с нами начинают манипулировать страданиями, мы сразу себя чувствуем агрессорами и хотим избавиться от этого, и из-за этого делаем то, что надо человеку, который в жертве. Вот когда я играла жертву, какие лампочки у вас загорались? Было ли это противоестественным для вас? Почувствовали ли вы опасность в таком моем поведении? Если же вообще лампочки не загорелись, это говорит о том, что вы часто этим пользуетесь. То есть вот эти все паттерны, которые я буду перечислять, попробуйте их все законспектировать, хотя бы название,
и понять, какой именно паттерн менее узнаваем, на какой ярче всего загораются лампочки, а какой вы вообще не поняли, что я начала играть. Здесь же рядом со страдалицей у нас стоит тот, кто наезжает. Такой, знаете, ракетир, который начинает разговаривать тоном. Это очень некрасиво ставить лайки. Ну, ни стыда, ни совести. Ни стыда, ни совести у вас. Это же элементарно взять, поставить лайк. Ну что это за поведение такое? Видите, здесь я тоже внушаю вину, тоже внушаю плохость, но другим способом, прямым обвинением. И когда другой человек так делает, хочется или начать оправдываться, или защищаться, доказывать ему что-то, хотя он всего лишь демонстрирует то, как он разговаривает с собой внутри. И когда человек другой с нами так говорит, важно назвать это своим именем для того, чтобы понимать, что это не вам говорят, этот человек достал этот паттерн. Точно так же мы с вами учимся узнавать, когда мы сами с собой так говорим, и узнавать, когда мы говорим с другим. То есть это паттерн манипулятивный, и когда мы так говорим с человеком, на какое-то время мы внушим ему чувство вины, но потом он может точно так же прекратить общение, или же, поумнев и став на ноги, став менее зависимым, начнет отбиваться, начнет агрессировать. Вот эти все паттерны, которые я озвучила и озвучу еще, вот мы так часто с детьми говорим, с теми людьми, которые от нас зависят, с подчиненными, с супругами и так далее, и так далее. И если мы научимся узнавать, то мы хотя бы сможем не выбирать такие паттерны. Следующий паттерн – шантаж. И если вы не поставите мне лайки, я прекращу снимать ролики. Все, с меня хватит, достаточно. И когда я так говорю, вот я шантажирую сейчас, то те люди, которых больше страха, я могу на них воздействовать, и они с перепугу поставят лайк. Но человек все равно будет понимать, что его использовали, и он может в беседе испугаться и подчиниться, но потом отойти на расстояние. И мы также разговариваем с собой. То есть, если ты сейчас не сядешь и не напишешь наконец-то эту курсовую или этот пост, ты будешь полным ничтожеством. И понимаете, вот такой шантаж, такое запугивание, оно как будто я что-то делаю, как будто я себя стимулирую, но если я не поменяю тон общения с собой, то в конце концов я вообще завяжу с активностью, потому что это невыносимо. Следующий наш формат – это переведение в шутку все. Есть такие блогеры, которые шутят, шутки-прибаутки, но смысл, который они говорят, очень своеобразный, но смешные. Берем кулачок, берем указательный пальчик, вот так вот его, и ставим вот так вот лайк. Потом еще раз лайк. Смотрим еще одно видео, еще один лайк. Пальчиком. Это же не трудно, пальчиком, пальчиком, пальчиком. И мы такие дети на утреннике, которых развлекает Дедушка Мороз, говорит лайки, мы ставим лайки. Вот это вот переведение все в шутку, этим легко манипулировать, потому что когда ребенок веселится, то легче его подвести куда надо и внушить то, что надо. Поэтому шуточки, прибауточки у блогеров, они такая ширмочка, за которой может прятаться все что угодно. И когда ты привык в шутливом тоне все говорить, то многие люди не поймут, что это важно или не важно. Ты как будто за этими шутками сам прикрываешься ими, потому что если что, ничего серьезного не сказал. Ну, сказал пальчик поднять, это шутка, это шутка. То есть я могу все время как будто обесценить свои слова и дать заднюю. Запугивание. Запугивание, катастрофизация, драматизация. Знаете, что будет? Отслеживайте свои эмоции.
знаете, что будет, если вы не поставите лайки? Ваша судьба пойдет под откос. Полностью. С лайка все начинается. Лайк — это только маленький нюанс. А это все разрастается в громадный ком, где, когда вы будете снимать контент, вы потеряете энтузиазм, потому что вы будете знать, что лайки никто не ставит, потому что вы их не ставили. Видите, здесь тоже такой наезд, как злобный пастырь, но это всегда нечто такое громадное с ужасающими последствиями. То есть идет такое нагнетание. И мы так говорим с собой, так говорим с другими, хочется съежиться, но тоже определенное отношение. Ваша любименькая «я лучше тебя», «я хуже тебя» — это когда блогеры говорят: посмотрите, какой у меня дом, как я выгляжу. Неплохо. И когда я так говорю, я демонстрирую все самое лучшее, я даже могу вам сказать, что я проработала все травмы. После того, как я проработала все травмы, жизнь у меня наладилась. С мужем проблем нет, с детьми проблем нету, с бизнесом проблем нет. И я готова с вами поделиться всеми этими секретами, но сначала ваш лайк. Видите, здесь я лучше, и я худших подтяну как будто к себе. И здесь такая детская вера в чудо, что если эта тетя добилась, тетя мне расскажет все тайны. Хотя тетя может врать. И если тетя преподносит все вот так вот прекрасно, значит, тетя точно врет. Может быть, и наоборот, я хуже тебя. Но скажите, на какую тему мне ролики снимать? Ну, вы лучше знаете, я к вам прислушаюсь. И вообще напишите свое мнение, какая я. Я не знаю, какая я. Вся надежда на вас, мои дорогие зрители. Здесь я создаю в вас важность, я манипулирую важностью. И когда кто-то так разговаривает, то надо ушки держать на макушке, потому что кто-то, создавая у вас важность, протягивает что-то свое. Если вы мне поставите хотя бы один лайк, маленький лайк, я буду чувствовать себя гораздо лучше, я буду понимать, что нужна вам. И такой способ общения, человек будет коробиться, он может даже будет уступать, но тоже будет разбегаться. Напоминаю, мы отслеживать, когда мы так разговариваем с детьми тоже так разговариваем. Говорит, ну что, я жизнь не видела, что я видела в детстве? Ну, сейчас у вас, конечно, гораздо больше гаджетов, информации больше. А что мы видели? Ну, ничего, телевизор. Понимаете, тут можно так разговаривать и с детьми, хотя ты родитель, уже не говоря о всех остальных. И можно с собой так разговаривать. Ну, а что? Я делаю все, что могу. Ну да, ну вот я, туповато. Ну, туповато. Я бы могла это, ну, туповато. Человек так с собой говорит. Итак, я лучше, я хуже тебя. И еще театральное покаяние. Театральное покаяние — это всегда заламыванием рук, но это всегда грандиозно, и это всегда: Господи, как я ошибалась. Знаете, я так ошибалась. Я так ошибалась, когда думала, что мне не нужны ваши лайки. Нужны. Нужны. Я была глупа. Я не понимала, как это судьбоносно для меня. Тут всегда есть театральщина, и в этой театральщине такое признание своих недостатков, но про них человек не говорит спокойно, а он говорит вот с закатыванием, заламыванием рук. 3 плоскости. Я с собой так говорю. Господи, как я ошибалась, сколько ошибок я сделала. И когда человек так кается, он будет делать то же самое, потому что это театрально. Все идет, уходит в гудок, все уходит в эмоционирование. Ну что, ролик получился не короткий, но мне хотелось поделиться с вами основными паттернами. Несомненно, они не все. И я вас попрошу поставить лайк, если вам было интересно. Если вам было интересно и полезно. И попробуйте написать, вот будет интересно, знаете, такое статистическое исследование провести, каким паттерном чаще всего пользуетесь вы, куда вы влетаете. И если тяжело еще это в себе признать, то
в диалоге с собой, как вы, кем вы являетесь. Попробуйте так, через это зайти, в диалоге с собой, кем вы являетесь. И напишите, какой паттерн поведения, притворства вас раздражает больше всего. И это поможет тем людям, которые в себе что-то обнаружат, понять отношение других к этому паттерну поведения. Напоминаю, что у нас школа отношений в начале декабря. Там будем говорить в том числе про то, как общаться без манипуляций, конструктивно, с пользой для обеих сторон, без лжи. Да, это трудно, но это возможно. Так что приходите на школу отношений, а я с вами прощаюсь. До встречи.